Всем привет! С этими ножками мне сегодня предстоит поработать. И это видео будет о том, какой сюрприз ждал меня в процессе работы и как нельзя делать при педикюре. Приступим. Начинаю с апельсиновой палочки, отодвигаю кутикулу, подчищаю чуть-чуть, оцениваю предстоящий объем работы. Сегодня именно тот случай, когда предстоит работать с очень высокими боковыми валиками, скрученной ногтевой пластиной и наверняка под ногтевыми мозолями. Повозиться нужно будет больше, чем в стандартных случаях при педикюре. Но признаюсь честно, мне доставляют удовольствие, когда в работе у меня подобные случаи, тогда и результат проделанной работы более ощутим и заметен. Беремся за кюретку. Сначала работаю, так сказать, по-сухому. Ей я также прохожусь по кутикуле, отодвигаю немножко, подчищаю боковые валики, аккуратно завожу под ноготь кюретку. И здесь видим то, что и предполагали. Подногтевые мозоли, омозолелости, омертвевшая кожа. Все эти дела, как правило, приносят дискомфорт при ходьбе. Со временем, если не заниматься такими ножками, то эти вещи будут усугубляться и могут проявляться более неприятные проблемы. При работе кюреткой клиент не должен испытывать болевых неприятных ощущений. Максимум это небольшой дискомфорт. Лишней длины здесь особо нет, я немного пилкой равняю свободный край. Для следующего этапа берусь за фрезер. Работаю фрезой капля, счищаю птериги с ногтевой пластины, поверхностно немного обрабатываю боковые валики, спиливаю омозолелости. Работаю на невысоких оборотах, около 5-7 тысяч. Сначала работаю на форварде, затем переключаюсь на реверс. С этими ножками я использую щелочной ремувер от Salue. Это быстрый ремувер, моментально все растворяет напрочь. И для подобных случаев просто шикарен. С ним не нужно выжидать, размачивать, замачивать. На один ноготь достаточно 1-2 капель. Удобный дозатор, что немаловажно, и еще супер экономичный, так что, девочки, рекомендую. И это не реклама, кто с ним работал, может подтвердить, что он классный. Но обязательно не забывайте его нейтрализовать водой. Когда все растворилось, я прочищаю боковые пазухи, вытягиваю подногтевые мозоли. И вот та самая неприятность, о которой я говорила в начале видео. Анихолизис. Вот сейчас уже стало заметно. Этот карман я не сразу разглядела, хоть и в очках. Для клиентки это тоже неприятный казус. Я думаю, что многие, кто меня смотрит, знают, что это за неприятность. Но для тех, кто не в курсе, анихолизис – это проблема нередкая, возникает чаще у женщин. Причиной в большинстве случаев является механическое воздействие, сдавливание, удары, некачественно проведенные процедуры маникюра или педикюра, а именно неправильное наращивание или не вовремя сделанная коррекция, ожоги ногтевого ложа, использование химических средств для снятия гель-лаков не по технологии или же некачественных. Даже бытовая химия для стирки и уборки способна спровоцировать анихолизис. Также спровоцировать появление данной неприятности могут грибковые или бактериальные инфекции, различные воспалительные процессы в организме, в редких случаях может быть вызвано и аллергеном. Девочки, я не забываю, что я не врач и могу только предполагать и рекомендовать клиенту обратиться к профильным специалистам для определения причин анихолизиса. И только тогда можно быть уверенным в реальной причине отслоения ногтевой пластины от ложи.
Конечно, мастер маникюра, на мое субъективное мнение, должен обладать базовыми навыками, чтобы не прозевать данного рода проблемы у клиента и не запустить такие неприятности до больших последствий. Ведь чем раньше начать решать такую проблему, тем быстрее от нее получится избавиться. Абсолютно любой анихолизис может спровоцировать возникновение инфекции в месте отслойки. Ведь образовавшийся карман на ногтевом ложе под ногтем является благоприятным местом для различных патогенных микробов, грибков, ведь там как раз тепло и присутствует питательная среда, поэтому в обязательном порядке все это нужно устранить. Я предполагаю, что причиной в нашем случае послужило механическое сдавливание. Я все-таки выпытала у моей клиенточки и узнала, что появлению данной неприятности предшествовали ее длительные и на большие расстояния прогулки в тесной спортивной обуви. В таких случаях, как правило, отслоение наблюдается на тех пальчиках, которые постоянно подвергаются сдавливанию. Зачастую это большие пальцы ног. Иногда это могут быть другие пальцы ног, но при условии, что они длиннее остальных или притянуты к стопе. Еще разок прохожусь каплей, так сказать, почищаю свою работу. Также на оборотах 5-7 тысяч на форварде и реверсе. Сейчас шлифую кутикулу и валики шаром, обороты до 5000, работаю аккуратно, без нажима. Я специально вам показываю вторую ножку, так чтобы было видно, что анихолизис есть и на второй ножке, зеркально в том же месте, что наверняка говорит о механической причине его появления, так как и предполагала, причиной является длительные прогулки в тесной обуви. И это все дело нужно зачистить и убрать отслоечку полностью. Маловероятно, что ноготь перерастет и не возникнет никаких проблем. Важный момент – это, конечно же, сдать соскоб в лабораторию на грибы и показаться дерматологу. Моя клиенточка все прекрасно понимает, я ей все рассказала, но удалять пока что отслоечку мы отказываемся, так как у нее важное мероприятие и она пришла естественно наводить красоту на ножках. Так что повторную процедуру мы запланировали на ближайшие дни, где все зачистим и сделаем, как полагается. Естественно, я сниму на видео всю процедуру зачистки анихолизиса. Мне очень хотелось позачищать все, но сейчас я буду делать то, чего делать не стоит, а именно покрывать ногти. Покрывать буду обычным лаком, предварительно наношу базу под лак, она после застывания довольно пластичная. Приступаем к покрытию. Лак обычный. Скажу честно, я не сторонник использования на ножках гель-лака, и особенно в осенне-зимний период, так как обувь закрытая, а гель-лак создает дополнительную толщину. Структура его значительно плотнее и жестче, чем у простого лака, и за счет этого возникает дополнительное давление на ногтевую пластину, и уже покрытие становится причиной появления анихолизиса. Да и подологи не рекомендуют покрывать гель-лаком на ногах. И в завершение топ-сушка.
Я бы назвала сегодняшний ролик «Красота требует жертв» или «Как не стоит делать». А о том, как стоит поступить, будет следующее видео, и чтобы не пропустить, подписываемся и жмем на колокольчик. Всем пока-пока!